Tahsin Yenişehirli aramızdaki husumeti bitiriyorum. Bundan sonra kavga yok. Herkes barışmaya sıcak bakıyor yani. Ben istiyorum, evet. Ben de istiyorum bunu. Ben de istiyorum ki benim bir çocuğum olacak. Konuştuk, anlaştık, bitti. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Barışmayacak, hiçbir şey olmayacak. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Как дела у Мелек и ее ребенка? Что сделает Джихан для Мелек и ее ребенка? Улучшатся ли отношения между Ноем и Джиханом? Сможет ли Мелек спастись от застревания между Нухом и Джиханом благодаря своей матери Сумру? Сможет ли Севилай сделать Нуха более гармоничным и спокойным персонажем, чем прежде? Сможет ли Тахсин найти решение, позволяющее Сумру развестись с Саметом как можно скорее? Перестанет ли Асад быть постоянным мятежником и начнет ли он быть послушным? Прекратит ли Асад свои отношения с Эсмой и перестанет ли использовать ее? Что произойдет, когда сотрудник Канак Тюркан начнет ревновать Джанан? Попытаются ли Самет и Хикмет наконец выслать даму из особняка? Примут ли Харика и Эсад Мелек и Нуха как своих братьев и сестер? Продолжайте смотреть видео до конца, чтобы узнать ответы на все интересующие вас вопросы. В результате происходящих событий положение Мелек и ее ребенка станет критическим. Мелек придется пережить нелегкие времена из-за проблем со здоровьем ребенка и стресса, которые она испытывает. Однако Джихан будет рядом с Мелек на протяжении всего этого процесса и окажет ей всяческую поддержку. Джихан сделает все возможное, чтобы не допустить ухудшения здоровья Мелек и ребенка, он встретится с врачами и приложит все усилия, чтобы поддержать моральный дух Мелек. Мелек станет сильнее благодаря поддержке Джихан в этом процессе и сделает все необходимое, чтобы защитить своего ребенка. Напряжение между Нухом и Джиханом снизится из-за ситуации с Мелек. Нух заметит усилия, которые Джихан приложил для Мелек и ребенка, и попытается помириться с братом. Однако этот мир не будет легким, поскольку прошлые события пошатнули доверие между ними. Мелек будет спасена от необходимости выбирать между Ноем и Джиханом благодаря своей матери Сумру Ханем. Сумру вмешается, чтобы уберечь свою дочь от конфликта между этими двумя мужчинами и не дать Мелек принять чью-либо сторону. Севилай поможет Ною стать более спокойным и гармоничным по сравнению с его предыдущим агрессивным и непоследовательным поведением. Нух проявит более уравновешенный характер рядом с Севилай, что положительно скажется как на его отношениях с окружающими, так и на отношениях с семьей. Успокаивающее действие Севилая поможет Ною отойти от прежнего жесткого поведения и сделать его более гармоничным. Тахсин Бей найдет способ, чтобы Сумру Ханем развелась с Саметом как можно скорее. Тахсин будет искать юридическое решение, чтобы Сумру могла двигаться дальше в своей жизни и полностью разорвать связи с Саметом. В этом процессе поддержка Тахсина ускорит развод Сумру с Саметом. Эсад, с другой стороны, откажется от своего мятежного и капризного настроя и начнет приобретать более гармоничный характер. В результате полученного опыта и уроков Эсад будет вести себя более уважительно и гармонично по отношению к своей семье и окружающим его людям. Его отношения с Эсмой закончатся. Эсад перестанет использовать Эсму и поймет, что был несправедлив к ней. Эсма также прекратит эти отношения и продолжит свой путь. Ревность Тюркана, сотрудника компании Канак, к Джанан приведет к большим проблемам. Из-за своей ревности к Джанан Тюркан создаст беспорядки в особняке, и это вызовет напряжение в семье. Поведение Тюркана повлияет как на Джанан, так и на других членов особняка, и ситуация станет еще более запутанной. Самет и Хикмет Ханем попытаются выслать Сансус Ханем из особняка. В конце концов Самет усомнится в присутствии Ханем в особняке и подумает, что ее присутствие там вредит семье. Хикмет Ханем также согласится с этой идеей и составит план, как увести финал Ханем из особняка. Харика и Эсад столкнутся с трудностями в процессе принятия Мелек и Нуха как брата и сестры. Особенно Асад не смирится с этой ситуацией из-за того, что произошло в прошлом.
Однако со временем преданность и искренность Мелек и Нуха по отношению к своей семье помогут Харике и Эсату принять эту ситуацию. Тем не менее, этот процесс будет болезненным, и между двумя сторонами возникнут некоторые трения. Джихан испытает эмоциональную трансформацию, услышав сердцебиение ребенка в утробе Мелек. Этот голос пробудит в Джихане глубокое чувство отцовства и еще больше укрепит его связь с Мелек. Джихан отбросит внутренние переживания, которые он переживает уже долгое время, и полностью сосредоточится на любимой женщине и своем будущем ребенке. В тот волшебный момент, когда он услышит биение ее сердца, Джихан открыто выразит свою любовь к Мелек и скажет, что хочет посвятить себя ей и их ребенку. Эта большая перемена заставит Джихана действовать быстро, заставив его как можно скорее осуществить свои планы жениться на Мелек и создать семью. Мелек также будет рада внезапному решению Джихана, и они вдвоем предпримут шаги, чтобы принять лучшее решение для своего ребенка. Вражда между Самет-беем и Тахсин-беем, которая длится уже много лет, продолжит омрачать счастье этих двух влюбленных. Джихан и Мелек будут действовать сообща, чтобы положить конец этой вражде. Мелек попытается убедить Тахсин-бея заключить мир и будет двигаться вперед вместе с Джиханом в этом трудном процессе. Однако условием заключения мира Тахсин-беем с Самет-беем будет сохранение Сумру-ханым. Тахсин будет ожидать жертвы от Сумру-ханым, чтобы заключить мир. Сумру придется принять трудное решение в сложившейся ситуации, она будет разрываться между Самет-беем, с которым она собирается развестись, и условиями мира, предлагаемыми ее братом Тахсином. Он будет действовать из желания воссоединить семью, но ему придется столкнуться со своими собственными эмоциональными конфликтами. Тем временем отношения Нуха с Севилай также станут более активными. Нух ускорит реализацию своих планов по браку с Севилай и приложит больше усилий для осуществления своей мечты о создании семьи. Однако разногласия в семье создадут для Ноя новое препятствие. По мере продолжения мирных усилий Ной будет им противостоять, что усилит напряженность. Хотя Тахсин-бею удается склонить остальных членов семьи к миру, противодействие Нуха приведет к новым конфликтам. Это противостояние вызовет новый кризис в семье. В этот момент Джихан начнет действовать, думая, что пришло время заключить мир с Самет-беем, но он столкнется с жесткой реакцией Хикмет-ханым и Самет-бея. Джихан будет утверждать, что этот процесс пойдет на пользу семье, и будет упорно бороться, чтобы убедить их в необходимости мира. С другой стороны, отношения между Мелек и Джиханом подвергнутся тяжелому испытанию из-за антимирных настроений в семье. Члены семьи, которые выступают против мира, поставят под угрозу будущее пары, и это испортит отношения Мелек и Джихана. В то время как пара пытается укрепить свою связь, им также придется бороться с проблемами внутри семьи. Даже если годы спустя лед между братьями Саметом и Тахсином растает и они начнут работать вместе, этот процесс будет нелегким. Прошлые события и обиды помешают им снова сойтись. Однако начало совместной работы братьев откроет дверь в новую эру для остальных членов семьи. Нух, с другой стороны, быстро воплотит в жизнь свои планы по браку с Севилай и предпримет серьезные шаги, чтобы создать свою семью. Однако отношение Ноя во время этого процесса изменит баланс в семье. Мелек ясно скажет Ною, что она хочет помириться с Джиханом и выйти за него замуж, и объяснит Ною эту ситуацию. Реакция Ноя на это заявление создаст новое напряжение в семье. Мелек предстоит пройти сложный путь на пути к построению своего будущего с Джиханом. Эсма поймет, что Эсат равнодушен и развлекается с ней, и смирится с этой ситуацией, решив дистанцироваться от Эсата. Холодное отношение Эсата заставит Эсму порвать с ним, и эти отношения закончатся. Приняв это трудное решение, Эсма определит свой собственный путь и дистанцируется от Эсата. Этот разрыв также станет поворотным моментом для Асада и заставит его пересмотреть свои взгляды. Беньямин и Джанан попытаются привыкнуть к новому положению в особняке. Они также попытаются утвердиться в качестве части семьи. Однако новый порядок в особняке не будет достаточным для того, чтобы его приняли братья и сестры. Беньямину и Джанан предстоит пройти сложный путь, чтобы найти свое место в семье.
Им будет трудно добиться признания со стороны своих братьев и сестер и занять место в семье. Ребенок Мелек окажется в опасной ситуации, и это возложит на Мелек большую ответственность. Джихан сделает все возможное, чтобы защитить здоровье ребенка и поддержать Мелек. Ангел возьмет на себя ответственность как за защиту своего ребенка, так и за урегулирование конфликтов в семье. Поддержка Джихана станет для Мелек самой большой поддержкой в этом трудном процессе. В ходе этого процесса эти двое еще крепче свяжут друг друга и предпримут решительные шаги к тому, чтобы стать семьей. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.